Всем привет, друзья! Вы на канале «Каждому свое», и с вами снова я, Юра. Остановился сейчас передохнуть, вот в таком живописном месте на фоне заката. Солнце уже скоро сядет. Направляюсь я в очередной раз в нашу землянку. Много комментариев поступало мне последний раз в личку, даже писали люди, чтобы я приехал, навестил землянку, посмотрел, как там дела. Ну и вот и наступил этот день, когда я решил сюда прийти. Собрал вчера рюкзак, положил туда бензопилу на всякий случай, потому что я не знаю, есть ли там дрова или нету. Я надеюсь, что они есть, так как заготовил я их в прошлый раз достаточно много. Надеюсь, не придется по этому снегу мокрому мне искать дрова. Ну да ладно, это небольшое отступление. О хорошем. А что у нас хорошее? В первую очередь это тепло. И такие даже маленькие вещи, как отсутствие перчаток и варежек на руках, уже доставляют удовольствие, так сказать, от похода. Поэтому идти гораздо уже приятнее в лес. Жду я, когда снег этот растает, он мокрый, сейчас проваливаюсь, но это не беда. Сейчас пока стою, перевожу дух, обратил внимание на снегу какие-то небольшие черные точки. Сначала не понял, что это такое, а потом вспомнил, что видел я на одном из YouTube каналов, не помню кого именно, но это канал точно про походы, про путешествия. И вот там объяснялось о том, что это такие маленькие черные лесные блохи. Говорят, что они не опасны, они не кусаются, они не прилипают к человеку и животным, насколько я знаю. Вот сейчас, чтобы вы знали, о чем я говорю, покажу вам. Вот, надеюсь, вам видно на снегу черном прям их. Но мне, по крайней мере, очень хорошо видно вот эти черные точки. Они иногда прыгают. Ну, явно это блохи. Кто, как не блохи, прыгают по снегу. Вот, смотрите. И просто весь лес, весь снег усыпан этими мелкими блохами. Вот. Надеюсь, я их не принесу домой, так как мой пес Шторм, он, наверное, не будет рад этому. Птицы поют. Температура где-то сейчас +4. За спиной у меня мой любимый большой рюкзак, в который помещается все, что нужно. И бензопила, и вещи, и еда, и вода. И все, что нужно таким туристам, как я. Сейчас иду и вспоминаю свою вчерашнюю тренировку ног. И немного жалею теперь о том, что я не отдохнул еще один денек, так как все-таки нужно давать отдыхать, восстанавливаться мышцам. Иначе будет только тяжелее. Ну да ладно, это не страшно. Как говорится, движение – это жизнь. Пока мы двигаемся, мы с вами живем. А пока мы стоим, жизнь вокруг нас останавливается. Поэтому я призываю и вас тоже, друзья, двигаться как можно больше. Вот как раз-таки вчера, когда я собирал сюда сумку, я включил один из моих любимых каналов YouTube. Это канал Rainman. И вот там автор этого канала, Гарик, сидит у костра. И такое небольшое у него отступление философское у костра, в котором он вроде бы как рассказывает о своей философии жизни. И все это сводится, вся эта философия, к тому, что нужно двигаться, друзья, потому что если мы не двигаемся, то, опять же, повторюсь, жизнь вокруг нас замирает. А тем более сейчас, с наступлением тепла, весны, это делать гораздо легче и гораздо приятнее. Хоть еще и снег-то
не растаял. И у нас в Самарской области его очень много. Но ничего. Добрался. Так, ну что тут у нас? Ну, как видите, землянка на месте, а это уже хорошо. Что мне бросилось в глаза, это то, что трубу кто-то загнул. Наверное, тоже заметили. Раньше вот такого вот у нас не было. Сломали ее, видимо. Ну ладно, это не критично. Так, что тут у нас еще по землянке? Вот смотрю, какая-то что-то тут новенькое. Это что такое? Что-то изменили. Здесь другая дощечка была. Эту какую-то обломанную поставили. И трубу укоротили тоже. Она у нас длиннее была. Это сняли одно колено и поставили вот сломанную вот эту вот. Кормушка тоже полностью пустая, смотрите. Вообще ни следа от корма. Это вот семейство поползней, которые сюда прилетают. Они уже здесь прям постоянные жители. Я прихожу сюда в землянку, и они меня прям, можно сказать, уже встречают как родного, начинают кричать. Подают знак, что пора уже и положить покушать. Поэтому все время, когда я прихожу в землянку, я теперь первым делом насыпаю в кормушку корм, а именно овсянку. Поэтому, друзья, вот кто приходит сюда в землянку, пожалуйста, будьте добры, насыпайте корм вот в эту кормушку птицам, потому что здесь поползни, самец и самка двое, а остальных птиц я не видел. Видел пару раз синиц, но эти поползни их отгоняют. Поэтому, когда приходите, пожалуйста, насыпайте сюда корм. Буду вам признателен. Ну, здесь снаружи как бы уже все понятно. Изменения кое-какие есть, но они не критичные. Давайте зайдем теперь внутрь, в землянку заглянем, посмотрим, как там обстоят дела. Потому что больше всего я переживаю за дрова. Потому что если сейчас внутри там дров нету, тогда мне придется скорее сооружать пилу и ходить здесь быстрее пилить дрова. Потому что, как вы видите, солнце уже садится, а по темноте этим заниматься, конечно, совсем не хочется. Давайте зайдем внутрь. Так, ну вот я и внутри землянки. Птицам корм я насыпал. Что тут у нас внутри? Это я уже сумку положил, потихонечку начал раскладываться. Повесил свет. Стол чистый, все в порядке. Это я положил свое. Печка на месте, волокуши на месте. И еще здесь есть вода. Это хорошо, потому что воду сюда тащить тяжело. Спасибо тем, кто воду оставил. Надеюсь, она питьевая. Ну, похоже на то. Так, бензин и масло тоже есть. Я посмотрел уже. Это отлично. Это значит, что дрова я смогу заготовить на будущее. Так, что по дровам? Дрова мы заготавливали и складывали под лежаки. Ну вот, как вы, наверное, можете видеть, под лежаками дров нет совсем. А их там было очень много. Вот. Но дрова мне оставили вот здесь. Если их можно, конечно, назвать дровами, это какие-то веточки. Но, как бы, не выпендривайся, Юрок, не жалуйся. Что есть, тому и радуйся. На вечер, наверное, мне хватит. Не хватит, тогда придется бензопилу, наверное, мне заготавливать. Так, что тут у нас еще хочу вам показать, друзья.
37. День рождения, наверное, у кого-то был 37 лет. 3 градуса тепла внутри. Датчик температуры на месте. Не пойму. Ну, туда, наверное, батарейки надо вставить. Да. Новая полочка здесь у нас. Кто-то сделал новую полку. Новая посуда. И это что такое? Стопка мерная. Это, я так понимаю, для алкоголя, что ли, стопки тут нам оставили. Ну да ладно. Для алкоголя так для алкоголя. Картины, которые я в прошлый раз повесил, они на месте. Что еще? Еще я, друзья, заметил, что пропали деньги. Ну, вот тут какая-то мелочь, 3 рубля лежит. Я домовому оставлял здесь порядка, наверное, около 200 рублей. Это, конечно же, не страшно, не критично, что они пропали. Но мы завели такую традицию добрую с моими друзьями, вот с кем мы строили, с Колей. Мой брат приходил в эту землянку. И завели традицию перед уходом оставлять там 10-15, ну кому не жалко сколько денег. Вот в прошлый раз мы с Андреем были здесь, оставляли порядка 200 рублей бумажными купюрами. Но они пропали. Неприятно, конечно. Вот. Хотя бы человек, который забрал их, тогда сказал бы об этом. Но мы оставляем эти деньги на такой случай, когда вдруг понадобится там на дорогу или что-то еще. Ну, хотя бы предупреждайте, что берете. Вот. Ладно, спички есть. Ладно, буду разжигать, топить печь, чем есть. Ну вот, печку я затопил. Уже становится немного уютнее в землянке. Температура уже потихонечку поднимается. Плюс 5,5. Буду сейчас располагаться, вещи раскладывать и греться. Пар идет изо рта пока. Друзья, по поводу ситуации с нашей землянкой. Мне уже пишут и в личку, и под видео оставляют много комментариев, что там с вопросами, что там у вас происходит, что за гости посещают вашу землянку, в порядке ли она. Конечно, все это игнорировать уже нельзя. Нужно как-то поделиться со зрителем, рассказать обо всей этой ситуации, что происходит. Ну вот я вам потихонечку и раскрываю все, как видите. Внутри землянки пропали деньги. Дрова, которые были заготовлены здесь дня на 4 точно, их тоже нету. Я, конечно, понимаю то, что печка прожорливая, то, что много дров туда нужно закидывать, чтобы топить. Но и оставлять здесь следующему путнику какие-то веточки, по-моему, это неправильно, на мой взгляд. Самое главное, конечно, здесь это дрова. А их здесь почти нету. Вот сейчас я на вечер не знаю, хватит мне их или нет. Если не хватит, тогда я по темноте сейчас буду ходить с бензопилой и пилить дрова. Какие-то здесь рюмки люди оставили. Посуду тоже
По поводу посуды хочу сказать, лучше, наверное, ее здесь не оставлять, потому что заведутся мыши из-за того, что на посуде остается запах пищи. Поэтому посуду все-таки лучше убрать. Ну а насчет стопочек под выпивку, под водку, ну, в общем, под алкогольные напитки, это я вообще не понимаю. Один я какое-то конкретное решение принимать не буду, так как строил ее я не один. Строили мы ее с Колей. Мы это все, конечно же, обсудим, сделаем соответствующие выводы и поделимся вместе с вами. Так как если и дальше так и будет продолжаться здесь, будут приходить гости, которые будут просто все дрова сжигать, здесь будут появляться стопочки под водку, здесь будут пропадать деньги, которые мы оставляем для добрых путников. Нам придется, скорее всего, покинуть это место. Ну и, конечно же, я хотел бы обратиться к гостям нашей землянки. Не поймите меня неправильно. Я не ворчу как дед, не жалуюсь. Наоборот, мы даже рады, что люди посещают это место, оставляют здесь какие-то свои добрые пожелания, даже какие-то сувениры оставляют. Но нам крайне не нравится такое вот отношение к нашему труду. Друзья, давайте будем уважать чужой труд. Все-таки мы вкладывали в это место душу, финансовые затраты, время и силы. Давайте будем уважать чужой труд. Ну и, конечно же, не будем здесь бухать. Потому что если здесь начнется какие-то пьяные люди ходить, попойки здесь происходить будут, мы, конечно же, эту землянку сразу же разберем. Пьяных людей нам и в жизни, в городе хватает. Еще не хватало бы здесь в лесу. Мы с Колей вкладывали в это место душу. Мы пытаемся это место пропитать позитивной энергией, как бы это, может быть, смешно не звучало, но это так. Мы хотим приходить сюда с удовольствием, мы хотим приходить сюда отдыхать душой и телом, а не думать о том, кто здесь бухал и не сожгли ли нам все дрова, а может быть и землянку. Ну и отойдем от темы гостей, посетителей нашей землянки. Пришел я сюда сегодня на 2 дня. За окном уже темнеет, поэтому сейчас я буду готовить здесь мясо вкусное на ужин. Почитаю, наверное, книжку, которую принес с собой. А завтра уже что-нибудь да поделаем интересное. И на завтрашний завтрак у меня будет интересное блюдо. Я думаю, оно многим понравится и придется по душе. Поэтому оставайтесь на канале, будет интересно. Также я не мог не обратить внимания на дверь нашей землянки. Вот посмотрите, весь утеплитель джут, которым мы здесь щели заделали, чтобы сюда не задувал ветер. Его кто-то прямо сжег, что ли. Зачем, не понимаю. И теперь везде, где его сожгли, здесь образовались большие щели. Вот, их прям хорошо видно. И это при закрытой на щеколду двери. Теперь снова придется покупать джут и затыкать щели, наверное, снова. В общем, дров, как я и предполагал, мне на ночь не хватит. Поэтому пока еще не совсем стемнело, я выбираюсь на улицу и займусь поиском валежника, чтобы напилить. Благо у меня есть бензопила. Бензопила у меня от фирмы Хутор. Кстати, всем вам рекомендую эту фирму.
Вот, например, прошлый раз, когда я приходил сюда в землянку, у меня возникли проблемы с бензопилой, залило свечу в бензопиле. Со мной сразу же связались сотрудники этой фирмы, пригласили меня в свою мастерскую. Там мастер проверил бензопилу, объяснил мне причину, показал, какие манипуляции нужно делать. И теперь у меня бензопила снова в строю, а я с новыми знаниями о том, как нужно реанимировать бензопилу в таких вот экстренных ситуациях. Ладно, не буду тратить время зря, займусь заготовкой дров. Вот нашел среди сугробов такие вот старые пеньки. Видимо, раньше давно кто-то спиливал дерево. Вот я и подпилю этот пенек. Уронить его уже тяжело будет. В общем, спилю бензопилой этот пенек, и он достаточно такой толстый. Мне, наверное, хватит его. Но не хватит, еще сейчас поищу, напилю. Ну все, на сегодня приключений, я считаю, достаточно. Сейчас буду раздеваться и готовить уже мясо. Кстати, дверь я закрыл своими старыми штанами, щели. Ну, как временный вариант, надеюсь, это поможет. Ну вот и пришло время вкусно покушать. Ужин у меня сегодня достаточно поздно. Время уже 9 часов. Сейчас поем гречку. Ой, аж слюни текут. Поем гречку с индейкой и овощами. И чай с лимоном. И лягу, наверное, почитаю книгу и буду уже потихонечку готовиться ко сну. Всем приятного аппетита, кто вместе со мной тоже ужинает, обедает или завтракает. Не знаю, какое сейчас время там у вас, когда вы смотрите это видео. До завтра. Всех с добрым утром. Время сейчас 7 часов утра. Встал я сегодня достаточно рано, но чувствую себя вполне хорошо и уютно. Затопил печку. И, как я и обещал, на завтрак у меня сегодня будет вполне необычное блюдо.
так как сейчас идет масленичная неделя, я решил не отходить от традиций, изготовить блины на завтрак. Но блины у меня будут необычные. Блины у меня будут красные. Это у меня уже заготовленная смесь, которую я вчера, перед тем как собираться в землянку, заготовил. И сегодня мне остается это только все вылить на сковородку и пожарить. Сразу скажу, что блины я ни разу не готовил еще в жизни. Обычно мне все время готовила то мама, то бабушка, то Лена готовила блины, когда мы в прошлом году посещали землянку также в Масленицу. Сегодня я один, но я и решил не отходить от традиций, изготовить блины уже сам. Пора уже и научиться блины самому готовить. Наверняка мне это пригодится. Так. Поэтому, если у меня не получится, не смейтесь надо мной. Как говорится, первый блин комом. Готовить я буду на газовой горелке, так как здесь проще контролировать уровень огня. Добавлю масло. И подожду, когда сковорода накалится. Ну, в общем, вот такие вот пироги. А в данном случае блины. Вот что у меня из этого получилось. Мой первый опыт. Вот такие маленькие красные блинчики. Буду пробовать. Ну, блины как блины. На вкус. Только еще вкус свеклы я здесь чувствую, потому что для того, чтобы окрасить их в красный цвет, сюда добавляется свекла. Если кому, друзья, понравилась моя стряпня, можете написать в комментариях мне, спросить рецепт. Рецепт я вам оставлю. Сготовите себе тоже такое же необычное блюдо. Удивите своих родных, близких. В общем, как вы видите, они уже потихонечку ко мне привыкают. Возможно, скоро и с руки их буду здесь кормить. Почаще только вот так вот выбираться, сидеть рядом с ними. И тогда возможно. В общем, поднялся я сейчас на гору для того, чтобы позвонить моему другу Николаю, которого вы все прекрасно знаете. Вместе с ним мы строили эту землянку. Обсудили с ним всю эту ситуацию, которая здесь происходит, какие гости ее посещают, и пришли к выводу о том, что лучше здесь уже не будет, будет только хуже. Ну и принял я решение сегодня не оставаться на вторую ночь здесь. Нет у меня настроения и желания. Хотел
сделать дровник рядом с землянкой. Но уже как-то и пропало, в общем, у меня настроение. Буду сейчас собирать вещи потихонечку. Ну а перед тем, как уйти, я хочу заготовить нормальных дров для нормальных, адекватных, схожих с моим мнением туристов, которые посещают эту землянку. Это Андрей с канала «Будни путешественника». Это Виталий с его супругой, которые приходили сюда к нам в гости. Это еще один Андрей, который оставлял нам щетку здесь, сметку, который оставлял нам здесь контейнер для вещей, чтобы мыши не добрались, и прочие полезные вещи. Вот, друзья, для вас я сейчас заготовлю дрова. Надеюсь, что когда вы придете, здесь будет уютно, что дрова здесь будут. Ну вот и все. После себя я в землянке прибрался, стол протер, оставил чистым. Все на своих полочках и на своих местах. На столе оставил тетрадь посещений и рядом с дверью со входом оставил заготовленные дрова. Ну и перед уходом, по традиции уже, хочу оставить домовенку Кузе пару монет на удачу. Надеюсь, друзья, что я не сильно всех вас расстроил сегодняшним выпуском видео. Ведь жизнь — это череда темных и светлых полос. Ну и как говорил мой учитель физики, когда кто-то получал двойку, каждому свое. Ну, кому-то суждено создавать, а кому-то суждено разрушать. Такова жизнь. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Хочу пожелать вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше добрых, отзывчивых и позитивных людей. До новых встреч, друзья, до новых выпусков. Всем пока!